Привет. Пришло пара посылок. Вернее, одна, но там два инструмента. Вот, хочу распаковать при вас. И сегодня одну из этих посылок мы откроем, проверим, протестируем, посмотрим, что за инструмент, и определим, какой из них интереснее для вас. У нас традиционно два черных ящика. Я предлагаю сегодня открыть который побольше. А это откроем в следующий раз. Что-то гремит. Ну, я думаю, вы уже по названию поняли, что это за инструмент. Электрорубанок Дека. Как вы помните, у меня уже был рубанок Зубр. И так я с ним не справился, так я не научился с ним работать. Очень мощный, очень тяжелый. И в нем было пара косячков, как можно сказать, которые не давали мне нормально работать. Я считаю, что рубанок инструмент для первичной грубой обработки. И я думаю, что он должен быть легкий. Зубр я продал именно по той причине, потому что он для меня оказался слишком тяжелый. Так, ну сейчас вроде бы все в порядке. Давайте посмотрим, что в коробке. Первое нас встречает инструкция. Так. Английский. Полностью на английском языке. И что у нас инструкция читает? Рубанок. Первое, что хочу сказать. Рубанок, наверное, вдвое легче, чем был у меня Зубр. Вдвое легче. У Зубра была подошва фрезерованная, здесь только передняя площадка фрезерованная, а вторая подошва, она из полированного металла. Вал с ножами. Здесь также два ножа. В прорези можно посмотреть, что ножи съемные. Для этого есть в комплекте специальный ключ. Так, далее. Из недостатков сразу могу сказать, что у Зубра была здесь защита, чтобы при постановке рубанка на стол ножи не соприкасались с поверхностью, чтобы не тупились. Вот здесь такой защиты нет, и придется его ложить как-то, наверное, на бок. Так же, как и у моего прошлого рубанка, здесь в ручке встроена регулировка подошвы. Регулируется подошва передняя, этим задавать глубину снятия. Здесь есть маркировка от 0,5, от полумиллиметра до 3 миллиметров. Кнопка включения с защитой, наверное, стандартная. Вот. Но опять-таки я понимаю, что этот инструмент не для того, чтобы его устанавливать, как-то площадки, чтобы его использовать как фуганок, нет. И, соответственно, стопора для кнопки тоже нет. В Зубре, кстати, тоже было это все реализовано не так удобно. Чего ждать от этого рубанка? Я думаю, что достаточно того, что он просто легкий. Так, патрубок пылеотвода и, кстати, такая же история, как и с рубанком Зубр. Примерно такого же качества мешочек. Кстати, в Зубре он работал так, средненький. Он набивался, но очень много летело по сторонам. Вставляется достаточно плотно в патрубок пылеотвода, но здесь все-таки использовать для этого пылесос. Опять-таки, пылесос сейчас находится в другом месте и проверить не могу. Ручка здесь со вкладкой софт-пластика, так что скользить он в руке не будет. Эргономично он под небольшую руку. И мне вполне удобно. У меня ладонь не такая широкая. Мне вполне удобно держать. По поводу шнура. Шнур. Сейчас мы измерим. Шнур здесь немного больше, чем обычно у инструмента Дека. Здесь 2 метра. Качество шнура такое же, как и у всех. Достаточно эластичный, гибкий, но на морозе он затвердеет и, скорее всего, будет ломаться. Посмотрим, что еще есть в комплекте.
В комплекте есть 3 барашка, 6-гранный ключ. Пока даже не могу представить, для чего это. Угольник, похоже на направляющую. И вот это я даже не могу сказать, что это. Придется обратиться к инструкции. Так. В инструкции, конечно, как устанавливать это приспособление, ни слова. Единственное, есть на основном изображении рубанка вот это приспособление. Сейчас попробуем догадаться самостоятельно, для чего это нужно. Будем использовать рисунок, который на упаковке. И вот это. Все интересно, но непонятно. Насколько я понимаю, крепится все это дело к рубанку примерно так. И нам остается только догадаться, для чего это. Если честно, я до конца не понимаю, для чего эта штука нужна. В рубанке, то есть боковой параллельный упор для рубанка, не могу представить, в каких ситуациях это понадобится. Возможно, нужно, но я что-то пока... То ли память меня подводит, то ли что. Еще один вариант – это используется как ограничитель, если использовать этот рубанок как фуганок. Но опять-таки это имеет смысл, если рубанок нужно будет как-то крепить в стол. Но приспособлений для установки рубанка вверх ногами в комплекте нет. Возможно, есть какие-то штатные, или, возможно, есть у компании эти приспособления продаются, наверное, отдельно. Но пока что для меня это загадка. Почему именно так? Ну ничего, со временем разберемся, и я об этом обязательно расскажу, если дойдет до этого руки. Но опять-таки, еще раз повторюсь, рубанок я считаю инструментом для предварительной и грубой обработки. Отлично подойдет, я думаю, мне в строительстве загородного дома, который я, надеюсь, начну эту стройку весной. Хотя в нашей ситуации в стране и сейчас уже в мире не совсем понятно, что будет дальше. Но будем жить, что нам остается. И сложа руки сидеть, конечно же, не будем. Вот, осталось загадкой, для чего вот этот ограничитель, скорее всего, это направляющая, но я думаю, что с этим тоже разберусь и вам об этом расскажу. Что, остается, давайте включим этот рубанок, посмотрим, на что он способен, какая мощность, и попробуем что-нибудь стругануть. Пока это все сниму. Так, ну что, попробуем включить. Кстати, звук намного тише, чем у моего бывшего зубра. Звук рубанка зубра напоминал вой сирены при воздушной атаке. Так что этот рубанок намного тише. Ну что, попробуем. Выставлю минимум. Ставлю на полмиллиметра. Что-то на полмиллиметра вообще ничего не снялось. Поставлю на 1. Рез очень чистый, как после рейсмуса Makita, может быть даже еще чище. Так, увеличу толщину снятия. Мало. Давайте поставим на 2 миллиметра и грубо проверим, сколько он действительно снимает. Проверка будет достаточно грубой. Я измерю прямо в столе, измерю штангенциркулем толщину. Это будет 28 миллиметров. Здесь 2 миллиметра съема и пройдусь один раз. Измеряем, сколько осталось. Примерно, да. Так как это все достаточно грубо, примерно 2 миллиметра. Здесь сейчас 25,5 миллиметров. Показания на ручки глубины съема вполне себе правдивые.
Так как у меня сейчас проектов под этот рубанок нет, и всю его работоспособность, все его возможности я продемонстрировать не могу, то с полноценными испытаниями придется немножечко подождать. Вот. Но я думаю, вы уже все заметили, что на моем канале начал появляться инструмент Deca. Это китайский производитель. Присылает на обзор, на ознакомление. Инструмент недорогой. Это бытовой сегмент. Я думаю, в наше сейчас время не все могут себе позволить профессиональные инструменты, и для кого-то это будет доступной альтернативой для домашнего использования. Разумеется, это не профессиональный, и амбиций, я думаю, у этого производителя на это нет. Вот. Но так как у меня появилась такая возможность рассказывать, щупать этот инструмент и тестировать, я оставлю ссылку в описании. Посмотрите на ассортимент этой компании. Возможно, что-то заинтересует. Напишите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть обзор. Я постараюсь с ним договориться и получить этот инструмент для того, чтобы рассказать вам. Вам же спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, и очень рад, если эта информация будет вам полезна. И до встречи в моих других роликах. Скоро буду рассказывать о втором инструменте. Для меня он сейчас даже более интересен. Для него уже проект маленький есть, который можно сразу же сделать. Все, до встречи.